Приветули, красотули! Сегодня я решила сделать для вас интересный обзор не менее интересного электрокара с ценой в 3700 евро. Даже микрокара, если быть точными. Представьте, если бы Оку делали в Китае, и вместо DVS в нее запихнули бы электродвижок, то получился бы Lingbao Coco. Этакая электротабуретка на 4 места, которая мало того, что маленькая, но еще и очень дешевая. Но обо всем по порядку. И да, если досмотрите обзор до конца, с меня анекдот. И не забывайте, что на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на дешевые электромобили из Китая. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Общая визуальная картина весьма приятна. Дизайн не без излишнего декора, аккуратный и симпатичный. Длина хэтчбека 3548 мм, ширина 1536 мм, высота 1588 мм и колесная база равна 2300 мм. Размерность шин 155 на 70 R13. Минимальный дорожный просвет 125 мм. Снаряженная масса автомобиля 850 кг. Несмотря на то, что это миниатюрный китайский электрокар, морда у него с серьезным выражением. Фары параллелепипедные, со скругленными углами ближе к крыльям. Затененные, но не сильно. Это больше сделано в пользу декора и стилистики переднего вида. Между фарами проходит перфорированная вставка черного цвета, которая немного напоминает узкую решетку радиатора, которой тут и вовсе нет. Ниже идет массивный бампер. Слово «массивный» тут стоит понимать в рамках разумного. Это микрокар, а не выкидыш КамАЗа. То есть он просто смотрится большим, так как занимает 85% всей передней части. По бокам расположились воздухозаборники, а по нижней линии проходит затемненный ложемент. Смотрится вполне мило, учитывая, что машина маленькая, но морда у нее как у Джона Уика. Боковые стороны также симпатично спроектированы. Примечательно, что чем больше автомобиль, тем меньше над боками работают дизайнеры. А здесь, на такой маленькой площади, они смогли вклинить полостной ложемент, который проходит прямо по ручкам. С левой стороны лючок зарядки. Кстати, быстрой зарядки здесь нет. Задние двери совсем небольшие, потому если у пассажира будет большой фарватер, залезть на заднее сиденье будет немного проблематично. Задняя часть этого, не побоимся слова хэтчбека, имеет в верхней части аэродинамический закрылок. Большая часть задней оптики расположилась на крыльях, а малая на крышке багажного отделения. Бампер не особо большой. В нижних углах имеет дублирующие стопорные огни, поворотники и габаритки. В салоне тесно, но уютно. Цифровая панель, мультируль, посередине мультимедийный экран на 9 дюймов. Кстати, из забавного водитель сможет выбирать из двух режимов езды – спортивного и стандартного. Я думаю, теперь у Lamborghini не останется покупателей. Машина будет выпускаться в базовой и топовой версии. В этих ваших интернетах производитель написал следующее. Между базовой и топовой версией Coco разница будет минимальная. Из спецификаций уверены, что топовая версия получит кондиционер с ручным управлением вместе с 9-дюймовым информационно-развлекательным экраном с функцией Bluetooth. При этом пассажиры базовой модели вынуждены будут сидеть в раскаленной машине без своих беспроводных мелодий. Как говорится, грустно, но вкусно. Цена же 3700 евро, что вы хотели? Также процитирую недавнее интервью конструкторов Coco, все же с тех же китайских интернетов. С точки зрения безопасности, этот автомобиль не поставляется с подушками безопасности ни в одной из спецификаций. Но, к счастью, все версии Lingbao Coco имеют ремни безопасности, задние датчики парковки, ABS и EBD. Оснащенный двигателем мощностью 41 лошадиная сила и 95 ньютон-метров, Lingbao Coco развивает максимальную скорость 100 км в час. Запас хода составляет 130 км с литий-железофосфатной батареей на 14 кВт-час и 220 км с аккумулятором на 22 кВт-час. Зарядка младшей версии от обычной розетки переменного тока составляет 7 часов, а топовая зарядится за 9 часов. Как и многие его конкуренты, шасси Coco построено таким образом,
чтобы минимизировать затраты и максимально увеличить место для аккумуляторной батареи и пассажирских отсеков. Обладая независимой передней подвеской и задней подвеской с продольным рычагом, передними дисковыми и задними барабанными тормозами, а также шинами 155 на 70 R13, Coco – это не гоночный автомобиль. Действительно, на таком звере только гонки устраивать. Кстати, цена на данный агрегат составляет 3700 евро за базовую версию и 5800 евро за топовую, что довольно неплохо для электрокара. В целом, модель достойна внимания, особенно на фоне повышения цен на Теслы, которые хоть и считаются лучшими, но переплата за них огромная. Гарантия на сам электромобиль составляет 3 года или 60 тысяч километров, в зависимости, что настанет быстрее. А гарантия на батарею 8 лет или 120 тысяч километров. Ну и обещанный мною анекдот. Анатолий Чубайс представил очередной шедевр от Роснано, первый российский электромобиль, на разработку которого потрачено всего лишь офигелион рублей. Автомобиль проезжает 100 метров всего за 3 секунды. А дальше? А дальше все, вилка из розетки вылетает. А на этом у меня все. Я попытаюсь вылезти из этой китайской оки и сразу же отправляюсь на поиск новой модели для обзора. Не забывайте ставить свой царский лайк за мою работу, бибикнуть в колокольчик и подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. Всем здоровья и удачи!